Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, Лукашенко, как мы ожидали после встречи с Лавровым, сегодня резко вновь опять вспомнил о Конституции, начал рассказывать, что после ее принятия его уже у власти точно не будет, опять дает слово. Но также он сегодня опубликовал очередные переговоры Ника и Майка, над которыми смеялся весь мир. Видно, вчера он это все безуспешно пытался продать Лаврову. Знаете, я как-то пропустил новость, но оказывается, 2 дня назад лично руководитель Китая телефонным звонком Байдену поздравил его с победой на выборах. При этом сегодня сказали, что Тихановская приглашена на инаугурацию Байдена в январе. Но тем временем старый диктатор с утра вдруг вспомнил то, чего в Беларуси никогда не было – болезни. Показательно поехал в больницу. С самого утра перегородили весь город. Я не хочу вставлять кадры из больницы, потому что, сами понимаете, чтобы не было распространения фейков, YouTube просто все эти видео аккуратно закрывает или блокирует. Поэтому я не хочу даже с ними связываться по болячке этой мировой. Там я хотел ставить, есть очень любопытный факт, который распространило государственное телевидение. Он сначала заходит в коридор, узнает, что это красная зона, абсолютно без маски, не подготовлена. Ах, красная зона, одел, как он говорит, намордник. После этого идет по коридорам, заходит в какой-то кабинет и рассказывает докторам, что ж это Польша вас за рабов держит, хотят вас к себе забрать, пусть по-хорошему, мы им, если что, бригадку отправим. Ну, все эти старческие такие, простите за слово, непонятные диктаторские разговоры. И потом наступает самое главное. То, что я не могу вставить. Третий был кадр, он заходит в палату. Найдите в интернете, очень прикольно. Никто почему-то на это не обратил внимания. Он садится рядом с мужиком, при том, что все его окружение в обмундировании полном, даже из защитных этих шлемах. И он ему на спинку ложит руку, мужик такой огромной комплектации, за 100 килограмм, лежит вниз головой, очень-очень больной, еле дышит, разговаривает, без маски. И он с ними общается о жизни. И тут у них заходит разговор о работе. И напротив этого мужика находится как-то очень легко больной, но который вдруг в маске. Один больной без маски, а этот в маске. Который рассказывает о ГЛ. Что ж это такое за эти забастовки? Да я помню, как 20 лет назад нам все давали по бартеру. Есть было нечего, я вообще не понимаю. На что Лукашенко в ответ смеется и рассказывает: вот те, кто переболеют сейчас вот этой короной. Извините, что-то завис телефон. И в общем, он говорит, вот те, кто переболеет этой короной, он больше никогда в жизни бастовать не хочет. Но я тут к чему? Может быть, мне показалось, вы посмотрите, откомментируйте, но я уверен, что это была подсадная утка. Потому что ни с того ни с сего человек вдруг в маске и говорит все, что надо для государственного телевидения. Такого же не бывает за одну секунду. Поэтому я уверен, что это подсадная утка, и, как обычно, это все сделано для картинки.
Опять всех пугают. Ну, согласны, что это фейк, соглашайтесь. Не согласны, значит, может, реальный больной, который мучается и говорит, что нельзя свергать диктатора, потому что будем кушать только по бартеру. И потом начинается самое интересное. Лукашенко идет в актовый зал, где сидят доктора, и начинает им рассказывать. Давайте теперь это обсуждать. Вот последние сводки, которые я получил, я вам прочитаю. Премьер, в основном поляки, я выбрал поляков. Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше. В Беларуси живет много поляков. Польша отвечает за их безопасность. Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции. Финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко. То есть после того, как аудиоверсию переговоров, перехваченную Ника и Майка, все расклепали, все посмеялись, даже российская пропаганда хохотала, то теперь он решил аудиофайлы не выкладывать, а просто выбрать и почитать. Все начинается как обычно. Польша звонит в Германию и рассказывает, что Западная Белоруссия – это моя земля, и я хочу ее забрать. И батьки, но вы реально в это верите? НАТО должно учредить специальные силы безопасности в составе армий стран Балтии и Польши. Эти силы могут быть задействованы, если белорусское государство продолжит применять силу. Победа революции в Беларуси также национальный интерес Польши. То есть теперь в переговорах все, Германия отвечает, что поляки, давайте с прибалтами организовывайте группу армий «Центр», будем брать Брест. Иногда, вот вы дальше послушайте, мне кажется, что ему это все пишет пресс-секретарь под грифом «совершенно секретно перехвачено», и дед в это верит. Вы послушайте, что он дальше говорит и комментирует. Я уже начинаю думать, что, может быть, он реально не знает, что это фейк. Может, ему приносят, он живет в окружении 3 человек, и он в это верит. Очень интересный вот этот разговор, он произошел 31 августа. Время для прямых переговоров, это конец августа, между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен. Армия и КГБ поддерживают его. Рабочие вообще не поддерживают никакой революции. А может, это он сам пишет, выдавая свои мечты за перехваченные переговоры? Все его поддерживают, рабочие против, все за него. А Польше надо вторгаться. Он же говорил, амбрапсы там уже очень близко стоят. Польское правительство не считает возможным изменение режима Лукашенко прямо сейчас с использованием военных сил. Однако надо быть готовым к этому сценарию. В любом случае мы должны решить 2 проблемы. Первое. Мы должны подготовиться к военному решению проблемы. Мы должны запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Ну, война. Все. Вот не будет Лукашенко, все, капец, будет война. Все хотят напасть на Белоруссию. Вот. Мечты огромные. И на Россию все хотят напасть. Там же тоже диктатор. И там тоже все ракеты всего мира направлены на Россию. Никто не хочет с ядерной державой дружить. А вот все хотят их завоевать. Когда идет личной власти, понятно, нужен только внешний враг. Потому что считается, что нацию так это сплачивает. Но не вокруг же этого усатого человека. Дальше он начинает рассказывать, что он вчера пытался продать Лаврову перехваченные переговоры.
Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко. Ноябрь месяц текущее руководство России может потерять власть из-за событий в Беларуси. Правительство Евросоюза считает, что сейчас у нас имеется исторический шанс остановить российское влияние. Вот в чем главный смысл. И мы барьер на этом пути. На западных границах моей Беларуси, надеюсь, и вашей, ляскают гусеницы танков. Ну вот эти, в общем, он переговоры вчера, наверное, перехваченные, передал спецслужбам России через Лаврова, где на самом деле очень сложно комментировать этот ужас. Я там порезал все, потому что уже даже я не выдерживаю. Там мне понравилось два момента. Сидит тут человек 50 врачей, из них через человек 10 в шапочках, кто-то без шапочек, и сидят мужики в масках, которые все записывают. Вот это все записывают, как вчера в комментариях написали Туркменистан, я сказал Северная Корея. Но вот объясните мне, зачем доктору писать переговоры Ника и Майка, которые будут во всех телеграм-каналах? Я вообще не понимаю. После вот такого идиотизма появляются вот такие видео. Выборы в США прошли. Новый президент. Как вы думаете, что нас теперь ждет? Нас война ждет. Они нас атакуют. Разве не заметно? Они Беларусь пытались захватить. Друзья, простите, что, может быть, получилось не так динамично и интересно, как обычно. Вымотала меня его эта пятиминутка, потому что слушаешь и понимаешь, в 21 веке людей пугают 20 веком. И очень страшно, что многие же в этот бред верят. И многие не понимают, что можно жить хорошо и можно жить классно. Главное, чтобы, как их пугают, не было войны и был кусок хлеба. А то, что ты на него даже не можешь иногда нанести масло, никого не волнует. Главное, что не было войны. И вот этой войной всех и пугают. Еще раз простите, что, может быть, получилось не так динамично. Поэтому поддержите меня лайком. Я реально устал от этого ужаса. Я его переслушивал, чтобы откомментировать. Поэтому, скажем, хороших людей больше. Нас все время становится больше и больше. Канал растет очень быстро. За это вам огромное спасибо за ваши лайки, репосты и комментарии. Живи Беларусь. Пока.